Психику человека можно представить как результат взаимодействия трех составляющих – сверхсознания, подсознания и сознания, среди которых первая составляющая подсознания представляет собой природную компоненту человека, его желания, инстинкты, потребности. Сверхсознание представляет собой совокупность социальных норм, установок, морали, ограничивающих его действия в соответствии с потребностями общества. Сознание, промежуточное звено, является разумом, рациональным мышлением, способностью человека осознавать себя и мир, логически мыслить и выбирать. Указанная концепция была получена эмпирически, в результате наблюдений, однако вывод о существовании трех частей человеческой психики можно сделать и на основании стержневого понятия всех эзотерических учений, понятия эволюции и ее трактовки как процесса накопления опыта поведения в различных ситуациях. Методы разлития подсознания включают медитацию, визуализацию, аффирмации, самогипноз, а также осознанное изменение привычек и среды, работу с эмоциями через искусство или письмо и регулярные практики утром и вечером, когда подсознание наиболее восприимчиво, для перепрограммирования негативных установок и высвобождения потенциала. Эти методики мы рассмотрим чуть позже. Подсознание можно интерпретировать как совокупность всего опыта, приобретенного душой на протяжении ее существования. Причем разные пласты подсознания одновременно содержат опыт, относящийся к различным эволюционным уровням. Глубже всего лежит опыт, накопленный в минеральном и растительном царствах. Он обеспечивает нормальное функционирование физического тела. Выше – животный опыт, управляющий инстинктами. И, наконец, ближе всего к сознательному плану находится опыт, накопленный в прошлых человеческих жизнях. Он определяет наши качества, предпочтения, жизненные устремления. Для того, чтобы опыт прошлых перерождений было удобно использовать, он как бы воспроизводится, прокручивается заново в каждом новом воплощении. Давно замечено, что в утробе матери плод проходит все предшествующие стадии эволюции, от одноклеточного до человека, биогенетический закон Геккеля. Проследив дальнейшее развитие человеческого существа, можно обнаружить, что в детском и отроческом возрасте ребенок в своем развитии воспроизводит путь, пройденный человечеством, а возможно и лично им в прошлых жизнях. Чем богаче событиями детства, чем разносторонние интересы ребенка, чем быстрее они меняются, тем более древней душой он обладает. Описанная ситуация осложняется тем, что далеко не весь приобретенный человеком опыт действительно является конструктивным, то есть соответствующим природным законам и способствующим выживанию. Наряду с полезным опытом человек может приобрести массу псевдоопыта. Это связано с особенностью психики человека, которая регистрирует все подряд, не выделяя полезные причинно-наследственные связи. В глобально-эволюционном плане это не играет важной роли, так как большое количество однотипных ситуаций приведет рано или поздно к выделению полезного опыта из бесполезного. Однако в жизни отдельного человека наличие подобного псевдоопыта может играть негативную роль. Под сверхсознанием, суперэго, в терминологии психоанализа, мы будем понимать систему программ, запретов и установок, заложенных человеку в процессе воспитания, ограничивающих или направляющих его действия, поступки и желания в социально приемлемых рамках. С точки зрения эволюционной концепции, источником появления таких программ является опыт или псевдоопыт людей, достигших более высоких эволюционных уровней, которые они формулировали в виде моральных установок и передали человечеству сверху вниз. Программы, лежащие на сверхсознании, могут быть природными, то есть дающими возможность дальнейшей духовной эволюции, и неприродными, принадлежащими разным эгрегорам, цивилизациям, неприродным обществам. Природные программы не наносят ощутимого вреда, более того, их обладатель может казаться более духовным человеком, однако следует понимать, что формы поведения, обусловленные этими программами, являются не личными наработками человека, а вставками сил, находящихся на более высоких эволюционных уровнях. Такие наработки не сохраняются за человеком при переходе от одной реинкарнации к другой или уходе от сил, от которых они были получены. Устранение или сознательное подтверждение описываемых программ, при котором они становятся уже личными наработками человека, частью его сознания, имеет смысл только при достижении человеком соответствующего эволюционного уровня.
Неприродные программы, в отличие от природных, хотя и могут быть социально одобряемыми, пагубно влияют на состояние человека, главным образом посредством блокировок его естественных потребностей. Эти блокировки приводят к появлению внутреннего напряжения, обусловленного конфликтом подсознания и сверхсознания, которые выражаются в форме невроза. Заметим, что именно существование неприродных программ привело психоаналитиков к мысли, что существование цивилизации само по себе делает человека невротиком, поскольку ограничивает его желания. Автор настоящей книги придерживается концепции, полагающей, что на каждом эволюционном уровне существуют формы поведения, законы, являющиеся природными, то есть допустимыми с точки зрения окружающих людей, но не подавляющими, а определяющими форму удовлетворения естественных желаний. Сознание. Сознание человека или его внутреннее «я» является, безусловно, наиболее интересной частью его психического мира, прежде всего потому, что сознание является одной из позднейших психических образований, которое присуще только людям, да и то не всем. Именно наличие индивидуального сознания, внутреннего стержня, является признаком человека, его эволюционным атрибутом. В чем же состоят функции сознания? Не затрагивая сложных философских вопросов, эти функции можно определить следующим образом. Первое. Сознание является инструментом, осуществляющим процедуру свободного выбора из нескольких альтернатив. Такой выбор не может осуществляться подсознанием, ибо подсознание, как уже говорилось, состоит из инстинктов и всегда ведет человека к реализации наиболее сильного желания. Такой выбор не может быть осуществлен и сверхсознанием, ибо оно содержит четкие программы и формулировки, строго регламентирующие действия человека. Отметим, что важнейшая из функций выбора, лежащих на плечах сознания, это выбор между подсознательными желаниями и сверхсознательными установками, уравновешивающими позиции «хочу» и «надо». Вторая. Сознание является инструментом активного познания мира, позволяющим выделить закономерности, абстрагироваться от процессов, создавать модели реальности. Обладая сознанием, человек в состоянии познавать мир, а следовательно и эволюционировать намного быстрее, чем это можно сделать методом проб и ошибок. Третье. Как следует из названия сознания, с знанием, именно сознание позволяет людям общаться, формулируя знания посредством знаковых систем, языков. Четвертое. Сознание является инструментом осознания. Более того, процесс осознания по сути является пропусканием в сознание тех или иных элементов психики. Заметим, что, говоря об осознании, обычно смешивают два различных процесса – актуализацию, связанную с привлечением внимания сознания к объекту психики, и интерпретацию, то есть обозначение каких-либо явлений словами, отнесение их к одному из известных типов явлений, выдачу имени. Заметим, что сознание людей может находиться на различных эволюционных уровнях. То, что для одного является сознанием, для другого может быть уже давно пройденным этапом и находиться на подсознании, а для третьего быть еще не достигнутым сверхсознательным уровнем. Это легко видеть в жизни. Голова одного человека все время занята вопросом, как добыть хлеб насущный, а для другого это уже не проблема, но он не знает, как обойти конкурентов. Третьего интересуют более абстрактные законы, устройство мира и так далее. Сознание человека работает над теми законами, которые актуальны с точки зрения его эволюции.